В апреле 2025 года на чемпионате по дрифту в Петербурге произошел невероятный эпизод. Во время выполнения заезда с колеса одной из машин слетела шина, а затем оделась обратно. Пилот Артем Перепелица назвал произошедшее уникальным случаем, который бывает раз в жизни, и поблагодарил производителя колес и шин. Вернувшаяся на место шина помогла ему финишировать и занять третье место. Друзья, всем привет! Это 9-я серия цикла «Эволюция узлов и агрегатов техники», и сегодня мы поговорим об истории создания пневматических шин. За 5500 лет колесо прошло, или правильнее сказать, проехало длинный путь, превратившись из простого деревянного диска в современный продукт инженерного мастерства из легких высокотехнологичных материалов. И сделали это, конечно же, люди. Первопроходцем на пути создания пневматической шины является английский инженер Роберт Уильямс Томпсон. В его времена, в середине 19 века, традиционные колеса были деревянными с ободом из металла, который надевали для прочности. Иногда колеса обматывали кожаными лентами или надевали литые резиновые шины. Колесо Томпсона состояло из 3 частей – деревянного обода, камеры и шины. Камера была изготовлена из нескольких слоев парусины, пропитанных каучуком. Шина из соединенных между собой заклепками кусков кожи. К ободу колеса все это крепилось на болты. Такая конструкция должна была снизить сопротивление движению и повысить комфорт экипажей. Патент на свое изобретение инженер получил сразу в 3 странах. В 1845 году в Англии, в 1846 во Франции, в 1847 в Соединенных Штатах Америки. В течение следующих нескольких лет Томпсон производил испытания, проезжая на одном комплекте колес около 1200 миль, и регулярно демонстрировал свою идею на различных выставках. Однако, несмотря на преимущество пневматического колеса по сравнению с деревянными, коммерческого успеха изобретение не получило. Причин было 2: высокая стоимость используемых материалов и отсутствие спроса. Прорыв случился лишь спустя 40 лет. В 1888 году шотландский ветеринар Джон Бойд Данлоп переизобрел пневматические шины и дал им путевку в жизнь. Легенда гласит, что поводом послужили жалобы его сына на дискомфорт при езде на велосипеде. Чувствовалась каждая кочка. В попытках решить эту проблему Данлоп изготовил пневматическую шину из садового шланга, обернув ее тканью, пропитанной резиновым цементом, приклеил к ободу и накачал. Испытания состоялись в феврале того же года. Они показали значительное повышение комфорта и улучшение управляемости. Патент на свое изобретение Данлоп получил уже в декабре. Коммерческий успех пришел благодаря велогонщику Уильяму Хьюму. В мае 1889 он принял участие в гонке на велосипеде, на котором были установлены шины Данлопа. Разница между традиционными на тот момент цельнорезиновыми и пневматическими шинами оказалась настолько велика, что Хьюм, несмотря на то, что был средним гонщиком, смог выиграть все 4 заезда. Тогда изобретением Данлопа заинтересовался бизнесмен и любитель велогонок Уильям Харви Дюкросс. В ноябре 1889 года он выкупил патенты Данлопа и основал компанию, которая впоследствии получила название Dunlop Rubber Company. К концу года было продано 50 велосипедов с пневматическими шинами, а уже через год новый тип шин стал велосипедным стандартом. Кстати, в 1892 году из-за приоритета патента Томпсона основной патент Данлопа был признан недействительным. Компанию спасло лишь то, что одновременно с приобретением патента на пневматическую шину Уильям Харви Дюкросс приобрел и патенты на ее улучшение. Благодаря этому удалось доказать, что шины 1845 и 1888 это разные шины.
Первыми в автомобильной индустрии пневматические шины применили основатели французской компании Michelin NC, братья Андре и Эдуард Мишлен. Все началось с того, что в 1891 в их мастерскую обратился велосипедист с просьбой отремонтировать шину Данлопа. Отклеивание велосипедной шины от обода, ее ремонт, сушка и последующее приклеивание заняли около 12 часов. После этого ремонта братья Мишлен разработали и запатентовали съемную пневматическую шину. В июне 1895 они оснастили такими шинами автомобиль Leclerc, который во время гонки Париж-Бордо-Париж преодолел расстояние более 1200 километров. И хотя автомобиль Мишлен гонку не выиграл, он стал первым автомобилем, успешно финишировавшим на пневматических шинах. В Америке автомобильные пневматические шины пошли в производство благодаря компании B.F. Goodrich. Ее основатель Бенджамин Франклин Гудридж был хирургом, но медицинская практика успеха не приносила. Тогда он начал заниматься сначала недвижимостью, затем разработкой нефтяных месторождений, а после и производством резинотехнических изделий. Основной продукцией его компании были садовые и пожарные шланги, различные ремни, пробки и уплотнительные кольца. В 1890 году компания Goodrich освоила выпуск цельнорезиновых шин для экипажей, пневматических шин для велосипедов, а с 1896 и для автомобилей. Первым производителем пневматических шин с протектором стала немецкая компания Continental. Она была основана в 1871 году группой из 9 банкиров и промышленников, среди которых наиболее заметными были Отто Штокхарт и Жак Франк. С момента своего создания и вплоть до 1892 года фирма занималась изготовлением прорезиненных дождевиков, брезентов, грелок, противоскользящих подков и цельнорезиновых шин для велосипедов. В 1892 году Continental стала первым в Германии производителем пневматических велосипедных шин, а с 1904 и автомобильных. Их шины отличались вырезанными вручную канавками, которые заметно улучшали сцепление с мокрой и грязной дорогой. Первые авиационные шины разработала американская компания Goodyear в 1909 году. Свое название Goodyear Tire and Rubber Company она получила в честь изобретателя процесса вулканизации резины Чарльза Гудьера. Помимо шин, компания производила прорезиненную ткань для обшивки самолетов и дирижаблей. Постепенно резиновые шины добрались и до спецтехники. На тракторах цельнорезиновые шины вместо полностью металлических колес первой стала использовать американская компания International Harvester. Было это в 1918 году. А первые пневматические шины на свои трактора поставила компания Ellis Chalmers, выпустившая в 1932 году легендарную модель U. Послевоенный период ознаменовался самой значительной инновацией в истории пневматических шин – изобретением радиальной шины. 4 июня 1946 года компания Michelin запатентовала радиальную шину под названием Michelin X. До этого момента во всех шинах слои корда были расположены под углом к направлению движения колеса. Радиальная же конструкция предполагала расположение нити корда перпендикулярно направлению движения, от борта к борту. Новая конструкция имела больший ресурс и безопасность и положительно сказалась на топливной экономичности машин. Бескаберные шины были запатентованы немецкой компанией Continental еще в 1943, однако массовое производство стартовало лишь 12 лет спустя, в 1955. Бескамерные шины были легче, имели меньшее сопротивление качению и обеспечивали лучший комфорт езды. Примерно в это же время произошло разделение шин по сезонам и условиям эксплуатации. Сегодня выбор шин просто огромен. Почти у каждого автолюбителя один комплект стоит на машине, а в гараже или на балконе хранится второй, для другого сезона. Кто-то предпочитает всесезонные шины. Камерные и бескамерные, легковые и грузовые,
самовосстанавливающиеся, устойчивые к проколам, изготовленные из композитных и экоматериалов и даже безвоздушные. За последние 180 лет пневматическое колесо изменилось до неузнаваемости, и вполне возможно, что это только начало. А на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока!